Я сегодня еду в купе, а не в плацкарте, как обычно. Вот, такое шикарное место. Я думала, что потолок будет мне на голову ложиться. Но нет, тут можно, в принципе, свободно сидеть, нормально, очень комфортный. Санкт-Петербург. Многие мои знакомые россияне, многие мои ученики, иностранцы, говорят, что это их любимый город. Что же делает Петербург таким величественным и таким любимым многими? Когда я приехала сюда, я была удивлена, насколько все празднично, торжественно выглядит. Эти величественные здания, эти декорации, которые создают такую величественность. Ведь в каждом окне прослеживается какой-то узор, на каждой стене есть какие-то декорации. Это все создает такую праздничную атмосферу. Наконец-то сбылась моя мечта, и я посетила Казанский собор. Я мечтала посетить его еще со школьных лет, когда видела картинки достопримечательностей Питера. Очень красиво, такая мощь, такие декорации. Ну вообще я в восторге. Вообще мне Невский проспект очень понравился. Я думаю, что если город такой весь, то он просто, я не думаю, я уверена, даст фору другим заграничным городам. Прообразом Казанского собора был собор Святого Петра в Ватикане. Вы можете видеть снаружи 96 колонн и еще около 50 внутри. Казанский собор называется Казанским по названию иконы, которая была перенесена из Казани в Санкт-Петербург. Собор также известен тем, что на его территории находится могила Михаила Кутузова, генерала, который сражался в войне с Наполеоном. Сбылась еще одна мечта, и я увидела собор Спаса на Крови. Одно из самых красивых мест Санкт-Петербурга. Я всегда хотела еще со школьных лет увидеть этот собор. Храм Спаса на Крови тоже имеет интересную историю. Он построен на месте, где было совершено покушение на императора Александра II, где Александр II пролил свою кровь. В народе укрепилось название «Храм Спаса на Крови». Храм, построенный в честь воскресения Спасителя на крови убитого императора. Мне сегодня очень повезло с погодой. Светит солнце, хотя обещают, днем будет дождь. И людей не очень много, поэтому можно сделать красивые фотографии, нет толпы. Вот. Поэтому я очень довольна, что именно сегодня я здесь. В Питере есть очень много каналов, и многие рекомендуют посмотреть город с уровня воды. Я думаю, это хорошая идея, но я все-таки предпочла пешие прогулки, потому что у меня не так много времени, а посмотреть хочется все. Это Исаакиевский собор, еще одна достопримечательность Питера. Исаакиевский собор – это визитная карточка Санкт-Петербурга, самое высокое здание в городе. Сейчас этот собор имеет статус музея. В этом музее можно посмотреть картины религиозно-исторической направленности. Во время Великой Отечественной войны в подвалы этого собора помещали экспонаты музеев, картины из Санкт-Петербурга и близлежащих городов. Именно Исаакиевский собор помог спасти эти частицы истории. Город, конечно, классный, очень красивый. Если бы у меня был выбор, где жить, я бы, наверное, выбрала Питер, но, правда, только летом, потому что я боюсь, что зимой здесь очень-очень холодно. Даже летом не жарко, прохладно. Очень удобно то, что практически все основные достопримечательности Питера находятся в пределах нескольких улиц, поэтому обойти их за день возможно, если не заходить внутрь и не оставаться там слишком надолго. Вот наш Эрмитаж. Там какая-то конструкция ремонтируется, может быть, я с неправильной стороны зашла, не знаю. Ну, в общем, галочку сделала, что я здесь была. Внутрь я не пойду, потому что на это нужно целый день выделить. Однако стоит понимать, что ноги будут болеть, потому что улицы длинные и расстояние придется пройти приличное. Ну, не зря я ноги качала 4 месяца, почти в спортзал ходила, потому что я сегодня уже прошла не знаю сколько. Почти уже закончила свой маршрут, который я планировала на первый день моего пребывания в Питере. Нужно учитывать, что погода в Санкт-Петербурге часто меняется, и если утром было солнце, то ближе к обеду уже появились неожиданно тучки, и мне нужно было куда-то скрыться, поэтому я решила воплотить свою мечту в реальность и пойти в музей сказок. Музей «Особняк Небылица» подходит для посещения как взрослым, так и детям. Здесь очень интересная концепция, здоровские детали, которые хочется рассматривать и рассматривать. Но самое классное из всего музея – это туалет. Найти жар-птицу. Фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел,
Буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче. Вот такой здесь туалет. Каждый туалет — это произведение искусства, они все разные. Они до высокой крепости. Читают сказки Серый тут. волк и говорит. Сидишь себе и слушаешь. Слушай, Иван Царевич. Выход будет здесь же, вернетесь потом сюда же. Приятного вам путешествия в сказку. Прошу вас сразу в зазеркалье, вернетесь потом сюда же. По дороге льда пойдете, королеву снежную найдете. Так я и погуляла в Питере, посетила музей, посетила интересные места, которые я запланировала посмотреть, и дальше я отправилась опять на ЖД вокзал ждать свой следующий поезд в Псков. А об этом уже будет следующее видео.